Когда варится лагман для горячего блюда, то его достаточно поварить 2 минуты. Ну, с учетом того, что после того, как этот лагман остудят, его потом перед подачей еще раз будут подогревать, и он фактически доварится, доготовится. Но китайцы, родоначальники лагмана, едят лагман еще и в холодном виде. Знаете, в какую пору года? Ровно тогда же, когда мы едим холодец. Холодец мы когда едим? Зимой, когда холодно. Вот и китайцы, когда холодно, едят холодную лапшу. И получается у них это невероятно вкусно и аппетитно. Сейчас я вам покажу, как. Если кто мне станет рассказывать сегодня, как бывает вкусен горячий лагман, значит, это какой-то не мой подписчик, потому что мои подписчики не пропускают видео. Ведь я совсем недавно показывал, как готовить 5 видов горячего лагмана. А сегодня у нас лагман будет холодный, по китайскому рецепту. Но я пускаюсь в импровизации и готовлю этот лагман с куриной грудкой. В принципе, можно было бы взять, просто отварить куриную грудку и нарезать соломкой. И потом вы увидите, как ее использовать. Но я хочу приготовить немного интереснее, немного вкуснее. Скажите, пожалуйста, вот вам цыплята табака нравится? Любите вы это блюдо? Да-да, именно табака и никаких тапака. Да-да, именно табака. Так, как надо произносить это блюдо на русском языке. И никаких тебе тапака. Так вот, куриная грудка у меня будет вкусом цыплят табака. Вот здесь филе, которое делает грудку слишком толстой, хорошо не приготовится. Я хочу, чтобы она получилась и сочной, и хрустящей. Поэтому лишнее я отрезаю. Ну как лишнее? Когда курятина дома была лишняя. А вот эти, достаточно плоские кусочки, сейчас мы их замаринуем и поставим на гриль. Вот здесь у меня смесь приправ. Можете собрать свою. Я вам расскажу, что положил я. Гранулированный чеснок. У меня есть сколько угодно свежего. Но я взял гранулированный. Паприка, немного перец чили, шамбала и уцхасунели. Это на вкус, во-первых, очень приятно пахнет. И немного соли. Вот так, чуть-чуть, совсем чуть-чуть. И присыпаем. И немного масла. Совсем чуть-чуть масла. С другой стороны то же самое. Разумеется, у меня есть специальные сковородки с такой тяжелой крышкой для цыплят табака. Но я уверен, что у многих из вас вот такие грили есть. Они стоят относительно недорого. И поверьте мне, это не реклама. Я вам не буду говорить даже название, как называется мой гриль. Потому что абсолютно все равно любой вот этот электрический гриль пожарит точно так же. И вот это вот как бы псевдо-цыплята табака получится не хуже, чем на обычной чугунной сковородке с грузом. Тем более, что здесь все пожарится сразу с обоих сторон. Я выставил температуру 165 градусов. Это необходимо для того, чтобы получилась очень такая хрустящая, зажаристая корочка у курицы. Ну а теперь блендер. Блендер, где я буду готовить совершенно особый соус. Вот это кунжутная паста. Знаете, можно купить готовую, называется она тахини. Тахини, либо бывает написание тхина, без буквы А после буквы Т. Если вы уже в интернете, то у вас все получится. Вот чуть-чуть к этой тахине, совсем немного я добавляю воды.
Да вот ровно для того, чтобы сполоснуть этот небольшой тажинчик, где тахина располагалась. Тахина имеет такие загущающие свойства. Вот положишь чайную ложку буквально тахины в блюдо, где есть жидкая часть, и блюдо превращается в густое. Тахину можно размешать с холодной водой, взбить блендером, например, и получить такую густую сметаноподобную пасту. Не пытайтесь сделать тахину сами. Понятное дело, что ее готовят из кунжута, но все равно, что вот взять сою и попробовать приготовить соевый соус. Это легкий соевый соус, так называемый светлый соевый соус. Ну да, на цвет-то он темный, но в нем находится намного меньше самой сои ферментированной, но чуть больше соли. Это уксус. Я использовал бальзамический уксус, но можно взять настоящий такой китайский черный уксус. Это чеснок. 2-3 зубчика чеснока, давленного через чеснокодавилку. И немного натертого имбиря. Это, наверное, много даже. Вот столько чайной ложки это вполне хватит. 2-3 ложки сахара. Обязательно. И перечное масло. Недавно я показывал, как готовить эту приправу. Мы ее подавали к классическому лагману. И вот здесь масло, оно настояно уже на перце, на жареном чесноке, на жареном луке. Оно очень вкусное. И я хочу, чтобы у меня получилось все чуточку острее. Знаете, еще потом можно добавить арахис. Но можно и сейчас в блендер добавить арахис. У меня блендер очень хороший, я думаю, что получится хорошо. Но уже давным-давно готова грудка. Посмотрите, полюбуйтесь, какая она. Да прелесть, а не грудка. С обоих сторон румяная. Постоит и еще дойдет. И еще хочу сказать, что тех поваров, которые пережаривают куриную грудку, переготавливают ее, их в рай пустить не должны ни в коем случае. Нет, тут прям смертельный грех пережарить грудку. Все вот эти грили с тефалеобразными поверхностями протирайте сразу, как только сняли. А постоит, присохнет, и потом придется уже довольно серьезно мыть, а это нежелательно. Вот так, и все. Вода, обычная холодная питьевая вода, пусть здесь стоит. Ну и все, и включаем блендер. Готово. Самая главная часть готова. Ну а теперь осталось нарезать все то, что может украсить лагман. Знаете, например, огурчики тоненькой соломкой. Есть у вас морковка по-корейски? Вот она сейчас бы вам пригодилась. Ох, как пригодилась бы. Можно нарезать болгарский перец, хорошо бы разного цвета. Можно нарезать немного свежего зеленого перца. Ну и, конечно, кориандр. Ну а как? Китайская кухня и без кориандра? Вы думаете, что это на Кавказе любят кориандр? Это в Китае любят кориандр. Ну теперь куриную грудку. Такая псевдо-цыплята табака. Посмотрите, какая она внутри у меня. Видите? Полностью готовая. То есть мы готовили ее буквально 4-5 минут. Все превосходно. Нарезаем точно так же, тонкими полосками. Ну, примерно как морковку на плов. Конечно, как и лагман обычный, горячий, холодный лагман – это блюдо прежде всего овощное. Что у вас есть? Есть редька зеленая? Тоже сюда отлично подошла бы. Есть у вас какая-то ветчина, если вы едите ветчину, можно тоже порезать. Можно говядину холодную, язык отварной холодный взять, порезать сюда. Все превосходно подойдет.
При нарезке куриная грудка не должна рассыпаться кусочками. Она должна оставаться ломтиками. Иначе это означает, что вы просто-напросто все пересушили. Я по профессии не повар. Я автор кулинарных книг. И это моя 11-я книга, самая новая из типографии. Давайте сначала рассмотрим обложку. Название «Земля, душа и еда татар» вполне отображают содержание книги. Обычно ведь на обложке полагается изображать, я не знаю, какую-то еду. А здесь ни одного блюда. Но зато здесь есть целых 2 QR-кода. Наводим камеру смартфона на QR-код, и открывается замечательный татарский танец. И не просто танец, а демонстрация самых главных, знаковых татарских блюд. Сметливым людям сразу должно быть понятно, что и все рецепты в этой книге тоже имеют QR-код. И в конце концов начинаем рассказ о татарском народе. Женщина, которой 83 года, из них 70 лет она готовит одно и то же, только катык. Знаете, что такое катык? Вот прочитайте книгу, узнаете. Здесь есть блюда, которые уже начали забываться в татарском народе. Благосостояние народа выросло, и поэтому люди перестали готовить некоторые, очень простые блюда. Но, тем не менее, они очень вкусные. И забывать их нельзя ни в коем случае, потому что это достояние татарского народа. А тем временем мы готовили чак-чак. Чак-чак – это настолько знаковое блюдо, что чак-чак пришлось готовить дважды. Потому что в Татарстане все готовят чак-чак по-разному. И рассказываем о чак-чаке, который дома приготовить, например, невозможно. Но это то, что следует привезти из Татарстана. Потому что, прочитав эту книгу, вы рано или поздно захотите посетить Татарстан. И у вас возникнут вопросы, а что привезти из Татарстана? В книге об этом рассказано. Если уж что-то непонятно, у вас всегда есть QR-код. Конечно, рецепты, книга, вообще говоря, должна прежде всего вдохновлять людей. Вдохновлять на приготовление этих блюд. Для этого требуются вот такие фотографии. Каждую ниточку скатерти, каждую крошку сахара видно на наших фотографиях. Полюбите, какая фотография. Аппетитно? Захотелось? В книге более 70 рецептов. Очень много рассказов о специалитетах. Мы ездили по всему Татарстану со съемочной группой, с киносъемочной группой. Снимали что-то там, что-то снимали вот здесь. Ко мне приезжали вот сюда, вот прям сюда ко мне приезжала, там знаменитая татарская кулинар, которую зовут Резида Хусаинова. К нам приходили профессионалы, к нам приходили любители. Мы ездили по районам, бывали в селах, бывали в домах у сельских жителей Татарстана, которые готовили для нас вот эти замечательные блюда. В Татарстане очень многое готовят в печах. Точно так же, как вот в русской кухне. Абсолютно уверен, что эта книга понравится любому человеку, кому ее подарят. И эта книга станет украшением вашей домашней коллекции кулинарных книг. Она огромная по размерам, здесь 440 страниц. Бумагу мы выбрали самую лучшую, которую только возможно было вообще приобрести. Поторопитесь с заказами, дорогие друзья. Скоро новогодние праздники, да и дни рождения не кончаются. Да и вот подарок просто хорошему, дорогому человеку, такая книга, мне кажется, это хорошая идея. Успехов и приятного вам аппетита. Еще что вам понадобится, это кунжутные семена. Поджарьте их на сухой сковородке ровно так, как подсолнечные семечки. Жарим, пока запах не пойдет вкусный. Теперь все, выходим на финишную прямую. Вот принесли косушки, нас здесь 4. Сейчас будем раскладывать лагман, каждому по порции. А пока что надо перемешать этот лагман с полученным соусом. Знаете, все-таки китайцы кудесники на кухне. Мне очень часто кажется, что это они изначально жили на этой планете,
А мы потом откуда-то прилетели, потому что они лучше нас знают, чем питаться на этой планете. Ну вот смотрите, мука, соль, вода. И вот этот лагман, просто так сваренный, смешанный с этим соусом, уже можно есть и наслаждаться. Все то, что положили в этот соус, это очень вкусно, это очень хорошо. Самое главное, надо перемешать как следует. И все. Раскладываем пока сушечком. Только одна у меня к вам просьба. Не вздумайте разогревать этот холодный лагман. Ешьте именно в холодном виде. Не важно, что вы положите сверху, вот, практически любой набор. Ну что здесь? Набор для салата. Добавь майонезу, вот тебе салат. Разогревать этот лагман, вот наш холодец-то можно разогреть, получится хаш. А вот если этот лагман разогреть, то получится что-то непонятное. Иначе китайцы бы давным-давно бы разогрели бы и ели его в горячем виде. Ну все, раскладывайте, что Бог послал. Курятина, болгарский перец, огурчик, немного редьки и, разумеется, кинза. Ну какой китаец не любит наши кинзы, а? По чуть-чуть кинзы сверху. И знаете, я для себя добавлю еще и немного вот этой перцовой пасты. Ну так вкуснее будет, честное слово. Тут еще и масло есть, тут еще эта перечная паста есть. И самое прекрасное, самое красивое, что только может быть, это кунжут. Дело в том, что китайцы готовят вот этот соус к холодному лагману именно из жареного кунжута. А мы взяли обычную тахину. Тахина готовится из сырого кунжута в большинстве случаев. Так вот, добавили жареного, который приятно пахнет. И все. Можно говорить, приятного аппетита вам, дорогие друзья.